Всем привет! Вы на канале Гудзик DIY. С вами как всегда Катя. Давно у меня не было видео с цветами и сваями раном. И сегодня я хочу показать вам, как можно очень просто своими руками сделать небольшие аксессуары для дополнения детского нарядного платья. Для большого цветка я вырезала квадратики 4 на 4 сантиметра, а для маленьких 3 на 3. Так как весь фоамиран у меня белый, я буду тонировать его, чтобы заколка сочеталась с платьем. Темно-синим решила покрасить лепестки у основания, а розовым по краю. Для тонировки взяла масляную пастель и наношу ее с помощью губки. Прикладываю лепестки внешним краем к разогретому утюгу и немного вытягиваю, прокручивая между пальцами, тем самым истончая край. Буду украшать цветы готовыми тычинками. Беру пучок, склеиваю его посередине и закрепляю проволокой. Так будет удобнее собирать цветок и крепить его к шпильке. Собираю цветок, наклеивая лепестки в шахматном порядке на одном уровне. Два маленьких цветка собираю точно так же. Еще решила дополнить заколку красивыми металлическими листиками. Креплю их на ту же бисерную проволоку. И подклеиваю цветы у основания, чтобы они не распадались. Закрываю все проволоки кусочком фетра, чтобы изнанка выглядела аккуратно. Ну вот и все, наша заколочка готова. Приступим к изготовлению веночка. Для розочки я вырезала 18 квадратов размером 3 на 3 сантиметра. Скругляю лепесток, оставляя нижний край плоским. А для маленьких бутонов вырезаю лепестки из квадратов 1 на 1 сантиметр.
Их делаю в форме капельки, оставляя нижний край острым для удобства сборки. Тонировать буду также масляной пастелью, потому что мне нужен более приглушенный желтый оттенок, чтобы он гармонировал с цветом платья. На белый фоамиран наношу пастель прямо мелком, чтобы цвет получился более насыщенным. Скручиваю верх лепесточка, чтобы истончить его. А желтый фоамиран тонирую губкой, чтобы получить более плавный градиент. Заворачиваю верхний край наружу и также перетираю его, чтобы истончить. Для обработки можно использовать утюг, но я решила обойтись без него. Клею все лепестки немного внахлёст друг на друга. И тут сразу лучше вклеить проволоку, с помощью которой роза будет крепиться к венку. Теперь просто сворачиваю получившуюся полоску в рулетик. Периодически подклеиваю, чтобы лепестки не распадались. Вот такая пышная розочка получилась. С бутончиками все еще проще. На проволоку приклеила маленький шарик из фольги и первым лепестком заклеиваю его верхнюю часть. И следующий также приклеиваю к основе, плотно прижимая со всех сторон. Я делала такие бутончики из разного количества лепестков, чтобы все они получились разного размера. Оливковый фоамиран подходит мне по цвету, поэтому его тонировать я не буду. Вырезаю листики произвольного размера и делаю небольшие зубчики. А для бутончиков решила не разрезать фоамиран на отдельные листочки, а нарезать только очертания тоненьких листов. Так будет проще собирать бутоны и выглядеть они будут аккуратнее. И чтобы зубчики получились более ярко выраженными и листики слегка подкрутились, нагреваю их на утюге с обеих сторон. Переворачиваю после того, как они начинают подкручиваться и уменьшаться в размере. В большой розе приклеиваю 5 крупных листов у основания. А для маленьких бутонов отрезаю по 3 листика и оборачиваю их вокруг основания. В качестве основы венка я взяла толстую флористическую проволоку и загнула петельки на концах. Приклеиваю проволоку для крепления, которую забыла вклеить сразу. Наполнять венок буду сложными тычинками, подходящими по цвету. И собирать композицию, начиная с самых мелких бутонов. Плотно приматываю их тейп-лентой. Для надежности можно еще дополнительно приклеивать проволоки к венку, но и без клея все будет держаться очень хорошо. Крупная роза – это центр композиции. И после того, как я ее прикрутила, все остальные цветочки и тычинки располагаю в противоположном направлении. Ну вот веночек практически готов, осталось только привязать ленточки для скрепления. Также с их помощью можно регулировать его размер. Вот такие получились нарядные украшения в дополнение к платьям. Они будут уместны на любом празднике, фотосессии или утреннике. Надеюсь, что вам понравилось это видео и вы также захотите порадовать такими милыми украшениями своих маленьких принцесс.